Один из самых универсальных хищников, приспособленный к охоте на земле, деревьях и особенно в воде. Невероятное проворство в сочетании с развитым интеллектом позволяет ему справляться даже с превосходящей в размерах добычей, а врожденное бесстрашие помогает давать отпор самым опасным конкурентам. Привет, друзья! Вы на канале «Время с пользой» и герой сегодняшнего выпуска – норка. Норки – представители семейства куньих, которых можно узнать по вытянутому телу с блестящим темным мехом. При длине тела до половины метра эти животные весят всего до 2 килограмм, что совсем не делает их слабыми или беззащитными. В расцвет торговли мехом никто не учитывал, что выращенные в неволе животные не только обладают способностями к побегу, но и могут без проблем приспособиться к жизни в совершенно незнакомых условиях. Таким образом, норка оказалась далеко за пределами дома. При этом обладающая чуть большими размерами американская норка почти полностью вытеснила европейскую родственницу, и сегодня ее можно встретить не только в Америке, но и на большей части Европы и даже в Азии. Жизнь этих животных тесно связана с водой, поэтому берега рек становятся идеальным домом. Имея гибкое тело и перепонки на пальцах, норка является превосходным пловцом. И хотя в нырянии она заметно уступает выдрам, мастерства хватает, чтобы охотиться на излюбленную добычу – рыбу. Под водой зрение норки неважное, поэтому сначала она выслеживает цель на суше, а после бросается под воду и пытается настигнуть ее. У хищницы есть всего 20 секунд на попытку, ведь ее запас кислорода быстро подходит к концу. Если же поиски рыбы не увенчались успехом, норка начинает активный поиск моллюсков, мышей, лягушек и даже птиц или белок. В отличие от родственной куницы, норка не является превосходным древолазом, но запах наживы загоняет ее даже на высокие деревья. Порой зверьку удается застать врасплох довольно крупных птиц, которые быстро усмиряются прицельным укусом в шею. Птенцы могут стать легкой закуской, но если бдительные родители находятся рядом, неопытная норка вряд ли решится на атаку. Крысы также становятся желанной мишенью. Обладающей превосходным обонянием норки ничего не стоит обнаружить убежище такой добычи, после чего она совершает налет на гнездо и вытаскивает застигнутую врасплох жертву. С трудом пойманная добыча может привлечь внимание другой норки, и за желанный трофей разворачивается ожесточенная драка, в ходе которой о добыче уже вряд ли кто-то помнит. Чтобы уменьшить число неприятных встреч, норка постоянно помечает свои владения, давая сигнал не только себе подобным, но и конкурентам. Однако последних, особенно если это также представители семейства куньих, мало волнует такое предупреждение. Местные выдры гораздо лучше приспособлены к ловле рыбы, и хотя стычки между этими видами происходят нечасто, в местах, где оба хищника обитают по соседству, норке приходится переходить на наземную добычу. Эти животные обитают даже на Аляске, где их рацион значительно отличается, и огромные крабы становятся одним из главных деликатесов. Однако они неплохо защищены, поэтому первым делом хищница должна найти уязвимое место и не попасть в тиски мощных клешней. Сначала норка вытаскивает добычу на сушу, где яростными движениями пытается избавить ее от одной из многочисленных конечностей. Рано или поздно зверек увлекается настолько, что забывает о безопасности, но лишь максимальные усилия позволяют осуществить задуманное. При этом у ракообразного есть все шансы спастись, ведь утерянная клешня со временем отрастет заново. Известная своим бесстрашием, норки не упускают возможности стащить все, что плохо лежит, особенно если легкая добыча так и манит своими размерами. При этом голодную хищницу вовсе не смущает присутствие человека, ведь высокий метаболизм вынуждает ее постоянно искать пропитание.
Норка не остановится, даже если в роли добычи будет гигантская щука, которая хоть и попала на мелководье, все еще отчаянно сопротивляется. Рыбина в несколько раз тяжелее охотника, но тот прикладывает максимум усилий, чтобы достать трофей из воды. Теперь остается лишь подождать, пока жертва перестанет подавать признаки жизни. Для столь маленького зверька у норки невероятно мощные челюсти, которые позволяют не только быстро усмирить добычу, но и успешно перемещать даже тяжелую ношу. Учитывая собственные размеры, норка имеет немало естественных врагов, и рыжая рысь – один из них. Зимой запасы пищи скудны, поэтому кошка нападает без лишних раздумий. Однако она точно не была готова к столь яростному сопротивлению. В ход пускаются не только острые зубы, но и свойственный куньям неприятный запах. Голодный зверь не готов расставаться с несговорчивой жертвой, хотя усмирить подвижного соперника с толстой кожей на шее оказывается совсем непростой задачей. В итоге, несмотря на значительное превосходство в размерах, рысь вынуждена искать более подходящую добычу. Не менее опасными противниками становятся койоты и шакалы, которые обитают по соседству во многих регионах. Эти псовые не жалуют конкурентов, и если цель в разы уступает в размерах, она с высокой долей вероятности будет атакована. Но внезапный ответный удар моментально приводит койота в замешательство, и, столкнувшись с трудностями, он старается как можно быстрее покинуть поле брани. Норки довольно плодовиты. В некоторых регионах число детенышей может быть больше 10. Хотя в среднем это 4 крошечных комочка, которые целиком зависят от матери. Даже подросшие малыши еще слишком мало знают о хищниках, поэтому мать продолжает следить за ними, затаскивая в убежище при малейшей опасности. Даже бесстрашие и самоотверженность вряд ли помогут дать отпор такому гиганту, как медведь. Совсем скоро детеныши начинают сопровождать мать на охоте, исследуя мир и перенимая основные навыки. Загрязнение водоемов, уничтожение среды обитания и охота за ценным мехом вредит норкам куда больше, чем все вместе взятые хищники. Но плодовитость и умение приспосабливаться к любым условиям помогает этим созданиям выжить, и хотя европейская норка находится под угрозой исчезновения, ее американская родственница процветает. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!